Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Сезон уже совсем близко, и производители приготовили нам несколько интересных и неожиданных новинок. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Начать хочу с GNG. Насколько все мы помним, в последнее время GNG выпускают, очень странные модели. И поэтому никто не ожидал, что они решат выпустить свою версию АК-12. Да, вы не ослышались, GNG решили сделать свою версию АК-12 AEG, о чем свидетельствует новый каталог GNG. Называться автомат у них будет ГК-12. Из подробностей пока есть только фото новинки или это вообще рендер. Известно, что в приводе будет стоять умная электроника и электронный спуск. Корпус написано, что металлический, но пока совсем непонятно, какой это будет металл. Полноценный анонс, скорее всего, нужно ожидать в ближайшее время. А еще GNG решили снова взяться за тему приводов со сплит-гирбоксом, анонсировав новый R15 по архитектуре G3 System. Помимо сплит-гирбокса, который разделен на две части, у новинки есть и другие фишки. Например, камера хопапа защелкивается к цилиндропоршневой группе гирбокса для обеспечения соосности. Блок электроники выполнен отдельным модулем, и его можно легко извлечь без инструментов. Есть функция предвзвода пружины, имитация работы затворной задержки и остановка стрельбы при пустом магазине. За положением шестерней следит оптический датчик, а все настройки электроники делаются через специальное приложение для смартфона. Сколько все это будет стоить и когда все это дело поступит в продажу, пока не сообщается. Кстати, про электронику. Российский производитель ARMV сделали версию электроники Desire для гирбоксов третьей версии. Если кратко, этот блок электроники ставится прямо в гирбокс и серьезно расширяет функционал вашего привода. Основные фишки — это очень чувствительный спуск привода, предвзвод пружины, активный тормоз, гибкая настройка режимов огня и скорострельности и защита цепи и аккумулятора. Контроль шестерней спуска и переключателя огня происходит с помощью оптических датчиков. Настройка происходит через специальное программное обеспечение при подключении к компьютеру. И эта новая электроника буквально пару дней назад приехала в магазин Airsoft Store и доступна к заказу по цене 5500 рублей за штуку. Ссылка есть в описании. В это время Arcturus жирно намекнули, что работают над AEG-версией PPK-20, и выпуск запланирован уже на 2021 год. Если вы вдруг не знаете, PPK-20 — это современное обновление российского пистолет-пулемета pp1901 «Витязь». Так что все, кто уже успел купить и собрать pp19 «Витязь», знаете, у вас устаревшая версия. Компания Gardner анонсировали свою кастомную рамку для пистолетов Glock 17 четвертого поколения от Tokyo Marui. Новинка выполнена из нейлонового волокна и более точно повторяет очертания оригинального пистолета. Планируется выпуск с вариантами маркировок под страны Европы и в варианте под рынок США. Ориентировочный ценник от 30 до 35 долларов. В магазин Airsoft Rules перед сезоном начали завозить много интересных новинок. Самая народная новинка — это бюджетная спорт-версия приводов АК в Макпул обвесе от тетушки Цимы с ценником до 10 тысяч рублей. От компании Ares приехали вот такие легкие CQB-М-ки с магазинами а-ля 9 мм и электроникой. AEG Scar H от Ares, да, это Scar с электроникой от Ares. И лютый космоган Ares GSG G14 под магазины G36. А еще магазин пополнил запасы приводов от East Crane, в том числе новинками. Например, приехала куча арок с маркировками, среди которых даже есть карабин URGI с M-Lock цевьем Geisley, который является неплохой базой для сборок а-ля SOPMOD Block 3. Секутор Arms наконец выпустили свою новинку Rapax M5. Винтовка построена по схеме SR-25 с ресивером под широкие магазины 7,62, M-Lock цевьем и телескопическим прикладом. Основными фишками новинки являются стильно-модный внешний обвес, а также неплохая внутрянка с умной электроникой, чувствительным электронным спуском и хопапом в базе, рассчитанным под тяжелые шары. Ценник называют в районе 500 долларов, что немало. В комментариях к прошлым видео вы меня много раз спрашивали, что на мне была за футболка с ПНВ. Отвечаю, фирма называется Bulletproof, они выпускают футболки с различными принтами на около-милитари тематику. И сейчас ко мне приехали две новые модели. А еще Bulletproof недавно сделали специальный принт для парней из пулеметного чатика. Ссылку на инсту я прикрепил в описании.
StrikeArt продолжает рассказывать про свои новинки, которые они анонсировали еще в конце прошлого года. В этот раз это многоразовый ручной гранатомет Pinal. Гранатомет сделан из стали. Будет две версии: под выстрелы чекист и тюльпаны. Ценник обещает от 3 до 4600 рублей. Запуск продаж уже в этом месяце. Lambda Defense говорят о том, что первые отгрузки АЕК пулемета МК-48 Mod 0 из Тайваня начнутся уже в апреле 2021 года. Напомню, что Lambda сделали стальной МК-48 Mod 0 весом как настоящий пулемет, то есть 11 килограмм. Кстати, на полном серьезе в связи с этим производитель не рекомендует плавать с этим пулеметом, потому что можно утонуть. Короб пулемета будет вмещать 5000 шаров, аккумулятор располагается сразу в коробе. На наши деньги ценник этого пулемета там обещают в районе 83 тысяч рублей. Guns Modify сделали новую копию магазина PMAC для газовых карабинов серии М4 MWS от Tokyo Marui. Особенностью новинки является схема с выдвижным корпусом, позволяющая заряжать в магазин шары без лоудера и дополнительных инструментов. Емкость магазина 35 шаров. Также планируется CO2 версия. В продажу новинка должна поступить уже в апреле этого года. Ценник пока не называют. В магазин Airsoft Sports приехала большая поставка от East Crane. Помимо готовых сборок приводов с маркировками, в наличии появилось большое количество внешнего обвеса, прикладов, глушителей и даже отдельно ресиверов. Отдельный бодик — это, кстати, хорошая тема, если вы планируете собирать кастомный привод с нужным вам цевьем, стволом, прикладом и внутрянкой, и не хотите переплачивать за детали, которые вы потом все равно поменяете. Бодики от East Crane, кстати, тоже с маркировками, и есть версии как под М4, так и под ХК-416. Кстати, в наличии есть готовая М16А1 с серым ресивером и маркировками Colt, а также приехали бюджетные ГББ-пистолеты Glock 4-го поколения. Мастерская M-Customs возобновили продажи фрезерованных стенок гирбокса для RS Amoeba собственного производства. По словам мастерской, каждый гирбокс собирается, делается шимминг, проверяется совместимость с поршнями, шестернями и другими деталями от разных брендов. А вот это фото демонстрирует проверку резьбы на прославленность. Резьба по ГОСТу с допуском 0,01 мм. Ценник 9500 рублей за штуку, комплект идет с остальной направляющей. Кстати, я забыл рассказать в прошлом выпуске, что на Страйконе Lokin показал новый загонник от Evolution Gear. Модель называется RZ-HD LPVO с кратностью от 1 до 6. Репликой какого прицела является этот загонник, догадаетесь сами. Фишками новинки являются просветленная оптика без искажений с очень крутой картинкой, фокусное расстояние 116 мм, плавное и точное переключение кратности от 1 до 6 с промежуточными значениями, диоптрийная настройка, которая позволяет установить реальную кратность X1 почти для любого зрения, реализована подсветка сетки с использованием оптоволокна, прицел защищен от влаги и наполнен азотом, и в комплекте помимо прицела идет высокое крепление Гайзли. Ссылку на продавца этого прицела я оставил в описании. Мастерская Маэстро делают легкие внешние стволы из алюминия для РПК-16 от LCT. Этот продукт будет полезен владельцам этих пулеметов-не пулеметов, которых не устраивает базовая развесовка и хочется пулемет полегче. Кстати, первая партия уже уехала на тесты к первым владельцам. Ну и напоследок несколько новостей на тему соревновательного страйкбола. Российский производитель снаряжения Imbalance Gear анонсировал новую линейку снаряжения для CQB, спортивного страйкбола и спидсофта. Линейка была разработана с учетом на специфику спорта, сверхдинамичных действий и использования подкатов. Основная идея снаряжения — это максимальная модульность, скорость и гибкость настройки всех элементов, малый вес и компактность, чтобы не увеличивать силуэт пользователя. Для реализации такой идеи в производстве используются современные материалы и новое оборудование. Вживую на все это снаряжение можно будет посмотреть на турнире Спидсофт Раша Кубок России, организаторами которого мы, кстати, являемся и который состоится уже через неделю, 20 марта в Екатеринбурге. Мероприятие намечается очень серьезное, потому что в турнире примут участие целых 23 команды в 2 возрастных группах со всей России, 17 взрослых команд и 6 команд из Лиги юниоров. Турнир будет проходить весь день, и весь день мы вместе с вами будем наблюдать за динамичными боями в прямом эфире прямо на этом канале. Кроме того, специально на турнир приедет Расти, чтобы организовать отдельную трансляцию от первого лица на своем Twitch-канале. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях. Не забывайте ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. С вами был Евгеньевич. До скорого!